Привет! Это урок номер 0 в курсе «Тестировщик нуля». Да, звучит странновато, что за урок 0, но давайте объясню. Мой курс на этом канале был записан в период с 2020 по 2023 год, наверное, основные видео. Он постепенно обновляется, добавляются какие-то другие уроки. Но в целом, если мы говорим про основной костяк, то это где-то такой период. За это время, конечно, многое изменилось, да, в плане некоторых подходов к тестированию, в плане инструментов изменились интерфейсы. В целом, ситуация на рынке очень сильно поменялась. И мои какие-то другие форматы обучения тоже появились. Поэтому сегодня я и хочу сделать на этом акцент и рассказать вам про какие-то вещи, которые были в первом уроке и будут, наверное, дальше, если вы только начинаете этот курс и в первый раз меня вообще видите, но я специально сделал это заранее. Давайте я сразу оговорюсь про какие-то несостыковки, которые могут быть с тем, что есть сейчас на рынке, если вы увидите схему в первом уроке в следующем. Ну, то есть SDLC, окей, все понятно, это общий процесс, связанный с разработкой жизненного обеспечения. Дальше по курсу вы узнаете, что это такое. Обязанности тестировщика. В целом-то ничего сильно не поменялось, то есть мы работаем над тем же самым, это разработка тестовой документации, это проведение тестов, это оформление отчетов о дефекте. В том числе, если мы говорим вне контекста именно тестировщика, есть такой процесс, как обеспечение качества, там, где мы работаем с процессами конкретно. С процессом того, как мы на проекте вообще это качество внедряем, какие-то превентивные меры, предупреждающие, то есть можно добавить сюда еще один пункт, и про обеспечение качества будет отдельный урок, вы о нем тоже узнаете. Что касается навыков, смотрите, софт-скиллы те же самые. Софт-скиллы, по сути, это набор ваших каких-то личностных характеристик. То есть, условно, что у вас должно быть еще до того, как вы начнете изучать конкретное направление тестирования и какие-то хард-скиллы, по сути, какие-то технические ваши навыки. Всегда нужно их разделять. Отдельно личностные характеристики, либо гибкие навыки, отдельно технические навыки, либо hard skills. Так вот, что касается софт-скиллов, мы сразу на себя берем все риски. Мы внимательные, усидчивые, обучаемые, коммуникабельные, ответственные. Там еще можно продолжать. Если у вас этого набора нет, особенно внимательности и коммуникабельности, вам, скорее всего, будет тяжеловато и ответственности в тестировании, потому что мы общаемся с большим количеством людей, и это не только наши сотрудники, условно, коллеги, да, у нас нет сотрудников, мы тоже такие же сотрудники, как все остальные. Наши коллеги, разработчики, дизайнеры, аналитики. В том числе мы общаемся с заказчиком, да, такое тоже бывает на проектах, с представителями бизнеса. Возможно, мы даже иногда берем на себя функцию поддержки и разговариваем с клиентами. То есть здесь коммуникации много. Внимательность, потому что, ребятки, мы работаем над тем, чтобы у нас все работало классно, чтобы у нас не было никаких дефектов в системе, чтобы к нашей документации комар носа не подточил. Поэтому без этого мы никуда не уйдем. Меня тут спрашивают на курсе на степике, условно, а что, как, я вот невнимательно, что делать? Ну, что делать? Скорее всего, будет очень плоховато в этом направлении. И ответственность, потому что на нас лежит в том числе ответственность, связанная с нашим качеством выпускаемого продукта. И мы, как флагманы качества на проекте, должны за него тоже нести какую-то ответственность. И мы в первую очередь организуем процесс вокруг него. И, кстати говоря, вся команда отвечает за качество выпускаемого продукта. Кто бы что ни говорил, это тоже вам на будущее. И hard skills. Смотрите, тоже такая штука. Знание OS на уровне продвинутого пользователя, понятное дело, с командной строкой должны уметь работать на каком-то уровне базовых запросов. И мы с этим научимся работать с Linux где-то ближе к концу курса, условно. И у вас тоже должно быть понимание, что в компьютере нет только Word, Doc и веселой фермы, да, каких-то игр. Это система, и вы этой системой должны управлять и понимать начинку, понимать то, как работает программное обеспечение. Поэтому эти навыки вам тоже нужно будет какие знания где-то получать, возможно, даже дополнительно. Английский язык, смотрите, что касается английского языка. Так у меня большинство аудитории русскоязычной и большинство аудитории, как ни странно, из России, английский язык, он не является самым важным требованием именно для региона Российской Федерации. Вот в Российской Федерации вы можете найти работу без английского языка и проходить обучение без него, и писать документацию на этом языке. Если мы говорим про английский язык для Беларуси, для Украины, для стран, которые занимаются именно заказной разработкой, аутсорс, аутстаф, там английский язык обязателен, потому что рынок, он работает на зарубежный рынок. И универсальный язык, международный язык — это английский. Вам нужно будет уметь и разговаривать, и писать документацию, возможно, решать какие-то даже менеджерские задачи, если мы говорим о дальнейших каких-то там путях вашего развития. Обучаться на английском языке, потому что большинство материалов даже не переведены на этот язык. Поэтому для этих стран обязательно учим, да и для всех. То есть, условно, если вы из РФ, не значит, что все там, вам нужно забыть про английский язык. Если вы планируете всю жизнь жить в РФ, работать в какой-нибудь продуктовой компании, где только английский, русский язык, точнее,
Можете, конечно, об этом думать, но если вы планируете развиваться, искать какие-то проекты международные, уезжать куда-то, становиться человеком мира и обучаться, в первую очередь, английский язык вам точно понадобится. Знание языков программирования. Если мы говорим про ручное тестирование, которое я даю на курсе, это не обязательная штука. Если мы говорим про то, что нам нужно знать в любом случае язык программирования в будущем, чтобы автоматизировать что-то, это важная штука. И сейчас есть общий тренд на то, что берут специалистов, которые умеют и ручками что-то делать, и код писать. Поэтому, наверное, на каком-то этапе вашего карьерного развития, если, конечно, вы не уйдете в полностью менеджмент и управление вашего коллектива и команды, вам не понадобится язык программирования, хотя, чтобы тоже понимать и говорить на одном языке с вашей командой, лучше бы что-то дознать, хотя бы какие-то основы. Если мы говорим про ручного тестировщика, то да, языки программирования на данный момент не являются для вас прям самым важным. Но если мы говорим про комплексного специалиста, то в любом случае на каком-то этапе вам нужно будет его изучить. Знание веб-технологий, мобильных приложений, геймдева. Это мы все узнаем в рамках курса. Наверное, геймдев нет, потому что геймдев очень специфическое направление. Если вы хотите тестировать игры, вам нужно искать кого-то другого. И очень часто нет даже отдельных курсов, а скорее всего вас на работе будут учить специфике тестирования игр. Вот, это такие важные особенности, про которые я хотел сказать именно в части навыков. Обязанности чуть-чуть уточнил. И про поводу преимущества работы. Низкий порог входа. Я, в принципе, не отказываюсь от своих слов. Я не говорю про самый простой вход в IT, самая простая точка для входа в IT. Многие почему-то, когда смотрят видео, думают, что я это имею в виду, хотя я там уточняю, что это не так. Низкий порог входа связан с тем, что тестированию выучиться быстрее. Условно, вы сможете за несколько месяцев уже иметь какую-то базу, связанную с функциональным тестированием. Если мы говорим про разработку, там вы только полгода, а то и год будете учить сам язык. Поэтому в этом плане у нас порог ниже. В плане того, как сейчас выросли требования к специалистам, они выросли. И сказать, что тестировщик — это просто человек, который прочитал когда-то книжку Савина 20 лет назад, ну не 20, ладно, 10 лет назад, и все, и он готов, и знает английский язык, он готов к тому, чтобы работать, это не так. Нужно учить очень много всего, достаточно объемно, интенсивно. Если мы даже говорим про мой курс, который вы будете дальше смотреть, он именно такой. И вам нужно будет за несколько месяцев узнать очень много чего. Но в плане того, что это проще, чем, к примеру, разработка, 100%. Карьерный рост, ну, понятно, преимущество работы связано с карьерным ростом, да, вы будете расти, если мы говорим про IT, там все достаточно прозрачно, и нет, как в каких-нибудь государственных компаниях, непонятных форматов, связанных с пересмотром заработной платы, вы всегда будете понимать, куда вам развиваться, куда расти, есть определенные требования, есть ассессмент и оценки вашей работы, либо перформанс-ревью, оценки вашей эффективности, там раз в полгода, раз в год, и вы условно раз в год будете всегда получать какое-то повышение к зарплате, если будете действительно показывать какую-то большую дельту по вашему развитию, как вы выросли из точки А до точки Б. Зарплата тоже достаточно высокая, мы не говорим про начальные позиции, там зарплата разная, я даже боюсь сейчас называть цифры, чтобы потом ко мне никто ничего не говорил, что, а нет, ты слишком мало говоришь, слишком много говоришь, открываете какие-нибудь сервисы по статистике сбора заработных плат в ваших странах и смотрите их. Там Хабр Карьера, Headhunter делает периодически какие-то анализы, в Беларуси DevBI, в Украине DOUA либо Gini, либо же какие-то общие отчеты, статьи по этой теме, и ориентируйтесь на них. Потому что меня смотрят люди из разных стран, и сам я белорус, кстати, да, кто не знает и всегда говорит, что я русский блогер, я не русский блогер, я белорусский. Да, вот, и поэтому я не могу говорить точно, что вот, условно, будет зарплата там 500 либо $1000 у вас, и все, и от нее работаете. Но она будет пересматриваться. Если вы будете нормальную компанию с нормальными процессами, то рост может быть достаточно быстрый, и там за год, за два можно вырасти на уровень x2, x3, то есть зарплату получать в 2-3 раза больше, чем ваша начальная зарплата, особенно если мы говорим про начальные позиции. Если мы говорим про позиции более высоких уровней, там, конечно, уже процент пересмотра не такой высокий. Сама работа интересная. Кто-то говорит, что тестировщик — это рутина, но на самом деле нет. Это очень интересно, много задач. Особенно если вы меняете часто проекты, вы не заскучаете, поверьте мне. То есть ничего особо не изменилось в преимуществах работы. Возможно, я бы даже сказал, можно добавить сюда недостатки, но недостатки именно связаны с тем, что рынок пересыщен специалистами без опыта в тестировании, потому что, скажем спасибо большому количеству курсов, которые не просто использовали вот эту штуку как низкий порог входа, а использовали это как простая точка входа в IT, где вам нужны только там, умение читать, и все. И без английского, без программирования, без мозгов и так далее вы можете стать тестировщиком. Поэтому вот пик был, наверное, когда началась пандемия, все резко ушли в этот EdTech и
большое количество созданию курсов. Кстати, мой курс тоже появился в 2020 году, но он бесплатный. Тут уже не поспоришь. И у меня в целом задача никогда не стояла заработать много денег на этой деятельности. Вот, из-за этого мифа очень много людей сюда хлынуло, поэтому на рынке много специалистов, которые не могут найти работу, и сейчас преимущество дают тем, у кого этот опыт работы есть, в виде стажировок, в виде каких-то коммерческих проектов и так далее. Поэтому всегда ищите сторонние проекты, связанные с тем, что вот вы закончили курс, и вам нужно обязательно устроиться на стажировку, иначе без стажировки вы, скорее всего, работу не найдете. Это сейчас такие реалии рынка, и к этому нужно быть готовым. То есть вы сейчас принимаете для себя все риски, связанные с освоением этой профессии, чтобы потом для вас не было сюрпризов. Окей, про пользователей бизнес говорить не буду, потому что следующий урок будет посвящен еще большим аспектам вот этой вот таблички, схемы. Я просто сделал акценты, связанные с тем, с чего вообще какие-то отправные точки, почему вам нужен этот курс, да, что вообще делает тестировщик, какие навыки вам нужно прокачивать, если они у вас не прокачаны, их еще нет, и многие из них мы на курсе закроем, по крайней мере, касаемо хардскиллов. И вот тоже рассказал вам немножко преимущества и недостатки, потому что нужно давать какие-то пояснения. Многие этого не понимают. И тоже еще раз всем проговорю, что курс это не панацея. Закончив любой курс, даже платный, вы не получите гарантию 100% трудоустройства. Кто бы что ни говорил, и на каких сайтах бы это ни писали. Вам нужно будет много чего делать самостоятельно уже после. То есть 50% вашего успеха зависит именно от вас, а не от курса. 50% от курса, я думаю, можно сказать такие проценты. Дальше начинается поиск работы, построение стратегии поиска работы, резюме, LinkedIn, нетворкинг. Мы о нетворкинге будем говорить в одном из следующих видео, которое будет на канале. То есть все это в комплексе будет давать вам какой-то трамплин для того, чтобы вы эту работу нашли. Не полагаемся только на курсы. И вот к чему я вообще записывал этот урок в первую очередь. Потому что этот курс, который вы будете дальше проходить, можно проходить не только на YouTube. Можно проходить его и на степике. В первую очередь обратите внимание, что на YouTube, именно на моем канале, есть 2 плейлиста, да, связанных с айтишкой, ну не с айтишкой, а с курсом, да, мой тестировщик с нуля. В первом, который базовый курс, всего 33 видео, а в профессиональном курсе 88. Я бы советовал вам, конечно, смотреть профессиональный, потому что там больше информации, там больше работы с инструментами, а который на 33 видео базовый курс, он вообще самый-самый базовый, то есть это теория тестирования, это какая-то реально базовая база для того, чтобы вы вообще понимали, кто такой тестировщик и что он делает. Если вы хотите углубиться, тогда заходим во второй плейлист. И вот второй плейлист, он как раз-таки есть на Stepik. Почему я вам советую обучаться не просто просматривая ролики на YouTube, а на какой-то платформе. Этот курс абсолютно бесплатный, который я здесь разместил. Здесь порядка 70 видео, даже не все, которые в этом плейлисте есть в профессиональном. Помимо самих видео, если мы откроем принципы тестирования для того, чтобы вам показать, как устроен курс, есть видео, которое как раз-таки скопировано из этого плейлиста. Вы будете смотреть видосик здесь, на степике. Далее идет дополнительная информация. Какие-то ссылки даже будут отличаться, какие-то новые ссылки будут появляться, то есть какие-то обновленные вещи, не только то, что есть на YouTube. Самое главное, есть текстовый формат, не для всех уроков, скажу сразу. В первую очередь для теории тестирования. Вот первые 3 модуля полностью содержат в себе текстовый формат, помимо видео, и тестирование веба я тоже начал потихонечку заполнять. Какие-то уроки, связанные с инструментами, у них не будет текстового сопровождения, потому что мне кажется, что практические вещи нужно показывать именно на видео, чтобы вы смотрели, повторяли и работали со мной конкретно по этому. То есть есть текст, где описывается что-то, далее есть тесты, есть мои примечания автора курса, если нужно что-то пояснить, дать примеры из практики, из реальных процессов, я стараюсь добавлять. Например, какие-то штуки, их тоже не было на YouTube. И здесь, что самое главное, исправлены ошибки, которые были в самих видео, потому что они есть, да, мы все люди всегда включают человеческий фактор, поэтому здесь актуальная информация, и я бы советовал вам подключать параллельно к просмотру видео еще и этот формат. Помимо тестов есть задания практические, в каких-то там уроках, где они необходимы. Есть задачки там на SQL, есть задачки на API-шку с использованием Postman, есть задачи, связанные с написанием тестовой документации. В общем, достаточно материала. Порядка 180 тестов и заданий есть в курсе, то есть пользуйтесь на здоровье. Итак, по каждому уроку открываете, смотрите. Что еще из интересного? Есть итоговое тестирование, это чисто тестовый тренажер. По сути, все вопросы из курса собраны в одном месте, вы можете пройти и, когда закончите курс, там, условно повторить, что вы прошли, и проверить свои знания. Так вот выглядит курс на степике.
Вы можете получить здесь сертификат, что немаловажно, через стороннюю платформу. В вводном уроке есть отдельный слайд, посвященный этому, так как мне не дали возможность подключить сертификат на бесплатный курс, то используйте вот эту вот инструкцию, проходите курс на 80%, оставляете отзыв, не обязательно положительный, любой отзыв оставляйте. Мне главное просто получить обратную связь, расскажу почему. Мне это важно чуть дальше. И все, то есть так устроен курс. Есть секция комментариев, где вы можете задавать вопросы по заданиям, я стараюсь отвечать, если кто-то не отвечает из студентов. Также есть наше сообщество в Телеграме, все ссылки я оставлю в описании, тоже можно подключиться, общаться внутри него. То есть формат обучения такой: смотрите видео, читаете текст, если он есть, выполняете тесты, задания. И так по каждому уроку. Если мы говорим про какие-то практические уроки, то смотрите видео, повторяйте все, что я делаю в видео, и далее закрываете видео и пробуйте это сделать без меня, либо решая эти самые задачи на каких-то других кейсах, на других сайтах и ресурсах. Очень много нужно самостоятельного обучения, в принципе, это логично, потому что сам курс тоже предполагает самостоятельное обучение в первую очередь. В вводном уроке есть дополнительные ссылки на бонусные материалы, то есть можно смотреть. Есть тренажер для отработки практических навыков тестировщика. Если вам не хватает практики на курсе, можно переходить сюда и так далее. То есть изучайте структуру, подключайтесь, пользуйтесь. Можно смотреть просто ролики на YouTube, никто вам не запрещает этого делать. Просто здесь нет такой обратной связи, нет тестов для закрепления, заданий каких-то, нет сообщества. То есть вы можете написать комментарий, но вам могут не ответить ввиду того, что там под некоторыми видео там, у меня 1 000 000 просмотров есть, там, либо 300 000, и условно я тоже не успеваю всем ответить, и в принципе у меня нет такой сейчас задачи отвечать всем на все комментарии на этом канале. И не забывайте, что здесь есть и другие видео, то есть не нужно концентрироваться только на этих двух плейлистах. Есть видео, связанных и с поиском работы, с наймом, с какими-то особенностями. Есть прямые эфиры на канале, да, можно посмотреть трансляции с разборами резюме, с какими-то беседами с экспертами, панельными дискуссиями, с разборами тестовых заданий. То есть все это на канале есть. Мне кажется, что это один из самых таких насыщенных каналов по тестированию, которые есть в русскоязычном сегменте YouTube. Поэтому с удовольствием буду вас видеть. Помимо того, что вы можете бесплатно учиться, как на YouTube, так и на Степике, у меня есть и платные альтернативы. Вот в одном уроке, если вам интересно, можете почитать, какие у меня есть платные курсы. Моя гордость, да, это мой курс, сейчас вам покажу, мой курс по тестированию, называется он «Функциональное тестирование». Он был полностью записан весной этого года, 2023 года. Так, если вы сюда перейдете, давайте мы отключим вот эту штуку, зайдем в «Выбрать курс», можете посмотреть все мои продукты. Но мы сконцентрируемся на функциональном тестировании ПО, то есть я записал весь курс весной, добавил новые задачки, новые тесты. Его можно купить на платформах Udemy и Intern. Udemy не работает в России и с частью банков в Беларуси. Intern можно купить из любой страны, из любого банка. Курсы одинаковые, просто на разных платформах. То есть по стоимости посмотрите. Актуальность курса, как я и сказал, в 2023 году он записан. Там есть 50 плюс уроков, опять же 30 плюс часов заранее записанного контента. Вопросы около 300. Выдается сертификат. Кстати, я сказал, на Степике выдается сертификат, да, через стороннюю платформу. Также есть закрытый чат, вы навсегда получаете доступ ко всем материалам курса и ко всем обновлениям, которые у вас будут. Сроки обучения следующие. Сколько учится, это не особо интересно. И дальше можете почитать, что здесь есть. Курсы, в принципе, мне кажется, неплохие. Они где-то на стыке Junior плюс, Strong Junior специалиста. Мидлы находят даже много чего интересного в нем. Поэтому можете изучить дополнительно. Он полностью отличается от того, что есть на YouTube и содержит больше информации, больше инструментов и все там актуальное. Вот эти Junior самостоятельный, Junior плюс — это групповые тарифы. Следующий набор будет только в 2024 году весной. И там я уже занимаюсь в группе с людьми. Будет пересматриваться вот эта вся история скоро. Останется только один тариф с другой стоимостью, с другим количеством человек в группе. Что хорошего в тарифе? Это живые вебинары. То есть я каждую неделю, либо раз в 2 недели собираюсь с ребятами. Мы обсуждаем какие-то животрепещущие темы. Есть практические задания, около 20 штук различных, достаточно глубоких, которые дают вам полную базу. Есть обратная связь, что немаловажно, потому что на Udemy и на Интерне я не даю обратную связь. Обратная связь в том виде просто решения самих заданий от меня. И что самое главное, это стажировки. То есть лучшим студентам я предлагаю стажировки. Опять же, это все можно изучить у меня на сайте, если вам интересно. То есть есть какие-то платные альтернативы, хотите, выбирайте для себя их, хотите, работаете на бесплатном курсе, который тоже постоянно обновляется, я его поддерживаю, потому что изначально я хочу, чтобы образование было доступно всем.
Что касается самого обучения, весь план есть на степике, можете смотреть. На ютубе видео могут быть немножко в другом порядке, как и на степике. На степике они в более логичном порядке, поэтому еще раз повторюсь, я советую вам подключать к обучению именно эту платформу. Плюс вы получите какое-то подтверждение в виде сертификата после окончания. Если у вас остались какие-то вопросы по этому видео, по самому курсу, можете задавать их в комментариях, да? Подписывайтесь на другие мои социальные сети, там тоже очень много полезного материала, можете почитать где, что, когда. Есть ссылка, сейчас она появится на экране. И увидимся с вами в следующих уроках на этом курсе. Буду рад помочь вам стать тестировщиком.